Ребят, всем привет! Мы сегодня с вами будем играть про аббатство, будем делать пиво. Я, честно говоря, такие игры очень люблю. Не знаю, как игра записалась, не могу сказать. Просто знаю, что половина таких игр, как у меня, у меня, помню, была Medieval, не помню, какая-то там игра, но там, короче, нужно было строить, там все кубиками было, не помню, как она называлась. В общем, честно говоря, мне вообще такие игры нравятся. Не знаю, как вам. Она простая в использовании. Тут, по-моему, даже каждый разберется, как и что делать. Она, по-моему, немного весит. Там надо брать заказы. Да, я бывала, помню, забывала, как это все сделать. Но вот жалко, что, конечно, расплывчатость бывает. Но ладно, окей. Мне вроде бы и кажется, что постоянно одно и то же здесь, но нет. Как бы тут есть такие сезонности и задания, то, что как бы, нужно выполнять. Конечно, у меня, кстати, как-то было, что я просто этот самый, там мне кредит, помню, выдали в игре. Я его все никак не могу погасить. Там еще нужно это следить, чтобы чистота была в аббатстве. Если, короче, грязно где-то, то они просто будут ходить не в хорошем состоянии. Ну вот вообще. Вот у нас пиво сготовилось, мы его отправим в деревню. Потому что если по заказу оно не подходит, по заказу, то тогда лучше его, короче, продать, потому что то у нас упадет репутация нашего аббатства. Я постоянно забываю, что нужно просто нажать продать. И все. И оно, короче, придет. Еще можно его не продавать, а просто оставить в погребе, и тогда оно просто будет это самое. Хватит денег. $21 осталось. Вообще 21 монета. Светлый, старый и бледный. Так, давайте создадим с вами старый эль. Я, кстати, извиняюсь, когда я что-то делаю, например, вот в игре
там, например, какой-нибудь Элли, что ли, или вы в это время убираешь, бывает, в играх, то бывает так, что я просто не то чтобы забываю что-то сказать, а просто специально молчу, потому что, ну, как бы немного забываешься реально на этом месте. Так, как назовем? Давайте подумаем. Может, Мими? Наверное, ежевика или клубника. И все время, когда думаю, как написать, все время думаю очень долго, как же назвать пиво или как же назвать вино, если играю в такие игры. Ой, надо бы это свечи включить, прибраться. Я, кстати, раньше думала, что если они, короче, потухают, их нужно, короче, просто заново продавать и покупать. А оказывается, там реально стояла свечка. Это пошла делать эль вроде бы. Я вот точно не помню, что я там поставила. Знаете, бывает так, вроде бы видео записалось, оно отличное, в отличном качестве, все. Но у тебя в этот момент просто разрядился микрофон, и он просто, звука просто нету. Это не то чтобы невнимательность, это, как бы так сказать, м, просто когда у тебя два микрофона, и ты такой просто думаешь, да не буду как бы загружать. На той неделе его заряжала, и должно быть все нормально. Каждый раз забываю насчет этого, вот честно говоря. Да, в принципе, когда качество уже нормальное у видео, и ты просто записываешь уже голос, то это, в принципе, нормально. А насчет субтитров я обычно их ставлю сразу же автоматом через Movavi, потому что, ну, во-первых, это удобно, не надо ничего там искать на YouTube. Давайте сделаем клубнику нашу. Это светлый эль, а старый эль. На продажу, нам нужно деньги делать.
Кстати, вот там вот такие деревни, и я в самой большой бы хотела оказаться бы. Там наверняка будет очень много заказов вот в этой вот большой. Каждый раз проверяем, чтобы чисто было. Вон там в одной комнате грязно, надо убраться. Грязно, грязно, грязно. Давайте посмотрим, что можно нам, короче, сделать. Повышает на 1 месяц сваренного в пеле срок годности, а это снижает 10% врагов. Кстати, там можно будет еще давать, по-моему, пиво этим разбойникам за место денег, короче, чтобы деньги не тратились, наоборот, ам, давать пивом. Кстати, это намного удобнее. Плотная застройка. Пивоварня. Пивоварню можно открыть будет. Я вроде бы открыла уже в этом вот как раз таки видео. Ой, что-то с качеством. Да, вот это вот. За место флоринов мы отдаем, короче, им пиво. Смотрительская. Знания для ботаников. М. Это украшения всякие. Лично мне, кстати говоря, игра очень понравилась. Я вчера после как записала ее, меня даже, помню, затянуло. Настолько затянуло, что я, как бы так сказать, там осталось на полдня в ней. Кстати, вот это задание, это нам, короче, задания дают уже в другой район деревни. То есть у нас будет вторая деревня. И да, там сначала будет один сорт только пива продаваться, но как бы он будет, по крайней мере. Для того, чтобы туда попасть, нужно вот это задание пройти. Хельминг. Светлый и бледный. Нам надо будет их отдельно делать, потому что я сначала думала, что которые есть у нас можно продать, но не тут-то было. Их придется варить и делать именно рецепт специальный. Да-да. А еще я в этом видео как раз-таки вышла на доход, потому что, ну, конечно, в игре, не в жизни. Вот. Короче, там сначала, по-моему, ты весь в долгах, ну вот просто вот. А потом происходит так, что ты выходишь на доход. Вон у нас кредит. Мы его никак не можем закрыть. Просто никак. Давайте прогоним время. Так. Вот, кстати, намного удобней. Ну и какой же у нас? 9 вообще. Как-то это вообще ни о чем. Когда мало варишь, приходится много продавать. Да. Когда большой партией выходит, там 100 литров, по-моему, да, вот, по-моему, да, на 100 персон, то, получается, мы можем продавать дешево, но, короче, за выгодную цену. А когда маленькая партия выходит, то лучше продавать много. То есть за 3 дорого, потому что, во-первых, нам нужны деньги.
скинуть. Просто когда записываешь уже голосом, не знаю. Давайте попробуем. Ну, а вдруг он сварит прям вообще идеально. Да тот самый светлый эль, который у меня нифига не получился. Я сначала думала, у меня отлично все получилось, а он казался очень сильно белым. Я потом переделывала рецепт, и это помню. Тут как бы так. Вроде кажется, что у тебя все получилось. Но потом оказывается, что нифига у тебя не получилось. И ты такой, типа, сварю-ка я на продажу. Мне кажется, вот в этой игре реально можно просто кайфовать. Играть и кайфовать, потому что она успокаивает. Ну, честно говоря. Это как можно даже для СМР записать и тихонечко говорить. И, по-моему, это видео, от него можно заснуть, если правильно записывать. Давайте увеличим цену. Когда больше, просим, конечно, может уйти человек. Но, как бы так говоря, обычно это хороший вариант. Потому что тогда нам дают деньги, и мы можем, нам же надо закупить эти самые, как их, ну, товар для того, чтобы готовить, правильно? Правильно. Фу, так жарко на улице, капец. Это мы что, хмель поставили, да? Стой, ледяной мак. О, 16, отлично. Неплохо. Неплохо, неплохо. Качество не то, да? У меня, помню, было такое задание, что, одно и второе было с одинаковым этим самым, вроде бы белый и белый. Вот. И, кстати, по-моему, тот же самый литр был. Это просто было очень легко сделать. Самый легкий это, по-моему, на 60 и на 70. 50 литров очень редко бывает, но 100 вот это, по-моему, частная система. Там, кстати, потом пойдут такие цены, капец. Я просто помню, что сначала, когда играешь, вроде бы цены у тебя нормальные, да? Но потом, когда приходит, несколько дней, и все, становишься углубляться, у тебя несколько разных стран становится, то есть деревень, да? Получается так, что у тебя реально не хватает денег. Если в начале игры у тебя еще норм было, потом тебе как-то нужно просто вылезать из этой нищеты, честное слово. Я все хочу реально накопить там денег, чтобы у нас было достаточно денег, но почему-то это не работает. Я даже убираюсь, бывает тогда, когда вообще там нету грязи, потому что написано бывает, что там загрязненная комната, там, не знаю, на 5%, на 10%, на 20%. Но лучше сразу же убрать, чтобы у них потом настроение не было плохого. Просто не успеваешь иногда, реально.
Я просто хочу посмотреть, у нас вроде задание какое-то там было, где нам нужно нанять аббата, ну, павлингиста вот этого вот, у которого будет... Вот этого, кстати, я бы отстранила бы, потому что, ну, на самом деле, лучше бы, конечно, ту женщину, которая любит подвыпить. Она есть такая на самом деле. Вот. Когда буду нанимать в следующий раз кого-то, ее уберу, а кого-то поставлю, потому что когда они все больше работают, потом у них самый лучший отдых. Это правда. Флорина. Не знаю, тут я что-то хотела. Там, кстати, вот идет полоска наверху, где вы видели на карте. И когда она доходит до конца, происходит некое новое событие. Пока ты там вот... Это все от репутации зависит, конечно же. Соберите Эль. Давайте. Светлый Эль. Мать, давай. Я не знаю, почему у меня их два. Я, видимо, когда-то хотела просто улучшить качество, но дело, в общем, пошло вообще в другой оборот. Мешок. Мужик приходит с мешком, короче, и тебе дают. Да, можно так все увеличить. Будет круто, но я это не люблю. Беремся. Так, нужно проверить все, где горят свечи, убраться. Они не любят темноту. Кстати, меня помню, в начале игры не было ни картин, ничего не было совершенно. И они такие: о, господи, как можно работать? Тут вообще ничего нету. Тут так темно. Кстати, канделябры дают больше света, когда будете играть сами, например. Канделябры те дают больше света, но они стоят, короче, тоже больших денег. Так. Давайте запросим больше цену. Мы обычно где-то запрашиваем 300, где-то так. 200. Если написано высокий уровень, то я обычно не беру. Прям вообще. Так. 18. Я думала, что можно так, но окажется, что надо делать реальный рецепт. И мы его сейчас продадим. Ну, давайте продадим, тогда что? Задешево, да его сразу же раскупим.
бывало даже так, что пропускала специально время, чтобы от того, что мы когда отвозим вот этот вот на продажу, то есть, да, то как бы сделаем так, чтобы потом пропустить время и нам отдали деньги. Ну, вот эти вот деньги, которые от продажи пива вот этого вот. Так. Мне нравится, что там, если ты накосячил, можно взять и просто сбросить все в корзину и опять заново сделать. Потому что бывает, что ну просто у тебя не получается сразу же, и тебе можно взять и сделать это заново. И каждый раз, когда играешь по заданию, боишься ошибиться, потому что если ты вдруг накосячил, тебе же его продавать потом. Логично ведь. Нет. Я, по-моему, несколько раз это переделывала, я вот точно не помню. Потому что когда до красной полоски дойдет, это не очень хорошо. И качество тогда будет не очень. А нам нужно дойти, чтобы у нас качество хорошее было. Давайте с вами заканчивать, потому что ну, скоро уже как бы я буду заканчивать записывать видео. И что могу сказать? Игра очень прикольная, если в нее реально, ну, как бы играть. Вот есть плохие погоды, мне кажется, это прям идеальная игра, чтобы засидеться там и наиграться. Я, честно говоря, такие игры очень люблю, это чисто мое вот вообще. Ам, Например, как у меня мама, например, она не любит такие игры, ну, вообще не ее. Назовем его Мими-Мими. Мими. Сейчас тетка пойдет готовить его. Да. И как бы, да. Вот. Ну, а с вами была Татьяна. Мне было очень интересно для вас записывать это видео, потому что, ну, честно говоря, я очень люблю заниматься. Вообще, честно сказать, вот честно,
игры меня всю жизнь просто вот преследуют. Я не могу никак от них оторваться, вот вообще просто. Ам, ну вот, честно сказать, нет, никак, совершенно никак не могу. Я помню, когда начинала заниматься ютубингом, я помню, что еще думала, что сначала снимать. Сначала я снимала ам, блоги вроде как, вот. И этот же канал, который сейчас вы смотрите, на нем были блоги раньше. Потом я все удалила и начала снимать именно видеоигры. И честно сказать, видеоигры меня прям вот привлекают. Нет, не хочу я его. Душечка. Ладно, давайте заканчивать. С вами была Татьяна. До скорых встреч. Пока-пока.